Ну все, друзья, собрался я. Оба-на. Оба. Вот как-то так примерно выглядит у меня моя лодочка. Ну, в общем, водоем, скажу так, что обмелел. Очень много коряк, смотрите. В общем, удочки, ребята, у меня те же самые, что были в том году. Делаем такой волосок сантиметров 15. И грузик скользящий у нас идет. Такая у меня рогатулька есть. Будем ловить карпа. Дикого карпа на поплавочную удочку. Такая маленькая сразу после аргазинской лодки. Но для карпа больше не надо. Самое то. Как-то у меня кто-то спрашивал в комментариях, почему вот эту лодку большую под мотор я брал именно с полом НД, надувное дно низкого давления. Да вот потому что, чтобы вот этой сланью не мучиться. Сейчас вот эта лодка у меня, на которой я езжу на карпа, на карася, она у меня с сланью, с дном. И поэтому во время накачивания лодки, надувания, происходит вот этот дискомфорт. То есть надо вот эти полы вставлять. Поэтому мне немножко неудобно, некомфортно, что ли. Поэтому я взял именно большую лодку под мотор, именно с дном НД, надувное дно. Сейчас вот посмотрите, покажу. То есть здесь вот такая особенность лодок с дном. Вначале немножко мы накачиваем, потом вставляем дно, вот эту слань, так называемую. Потом только начинает докачивать. Понятно, да? Немножко такой неудобно. Процедура такая. С надувным дном. С надувным дном быстренько тык-тык-тык-тык. Все готово. Я все-таки расскажу, почему мне еще не нравится она. Именно лодки со сланью, с твердым дном. Потом, когда собираемся домой, лодку надо же помыть после рыбалки, поэтому мы снимаем дно. Ну, допустим, я вот снимаю пол. Для того, чтобы снять пол, надо полностью лодку спустить, сдуть, потом ее опять немножко накачать, чтобы она была немножко объемистая, чтобы помыть ее. Ну, то есть вот такая фигня, неудобно очень. Чуть-чуть. Вот, друзья, вот как-то так примерно выглядит у меня моя лодочка. Вот я одну сидушку ставлю, перекладинку родную, а здесь у меня будет карповый стул, но в нем сидеть просто удобнее намного. Лодка эта маленькая, 2,90. Это моя самая первая лодка, которую я покупал. Называется она Туман. Длина 2,90. И дно называется слань с твердым дном. Имейте в виду, что вы не сможете поставить кресло вот так вот, если у вас не будет жесткое дно. Все, сейчас достаем удочки и потихонечку уплываем. Друзья мои, всем бамбалейла, всем привет. Привет, мои дорогие друзья, мои подписчики. Привет, уважаемый YouTube. У нас сегодня снова рыбалочка. Сегодня я приехал на одно из любимейших озер. Это озеро Триустан. Приехал за карпом, за диким карпищем. До этого ездил на судака. Посмотрите. И решил немножко размешать. Короче, сегодня, как обычно, я припозднился. Но уже лодку накачал. Уже видели. Сейчас, значит, план действий какой?
выплываем, по-быстренькому складываем удочки. Вот, не буду ставить палатку. Приехал я также на пару дней. Уже потом, когда выплывем, будем заниматься ночлегом своим. Вот. Сейчас надо выплыть, прикормить. Возможно, я поставлю кружочки даже, кружки на карпа. Так что будет много чего интересного. Оставайтесь, не переключайтесь. Всем желаю приятного просмотра. Устраивайтесь поудобнее. А мы начинаем наше интереснейшее приключение. А именно рыбалочку. Погнали! Ну все, друзья, собрался я. Оба-на! Оба! Все уложил. Вот как-то так у нас это все примерно. Сапожки я не стал брать. Будем сейчас в этих. Оба-на! И раз. Оба. Будем в топчушках сидеть. Оба. О! Как трон прям царский. Так, сейчас, ребят. Лодка меньше, конечно, чем-то моя большая. После нашей большой этой лодки, блин. Лодка вообще маленькая. Кажется. Сейчас подгоню все. Ну, в общем, водоем, скажу так, что обмелел. Очень много коряк, смотрите. Но вот в том году здесь не было их. То есть они были спрятаны под водой. Сколько здесь? Сантиметров 40. Это все торчало, а вот этих-то не было. Вот эти все было, все вот эти вот коряшки все были под водой. Ну ладно, потихонечку пойдемте. В общем, прикорм я отварил свеженькую кукурузку. Помните, да? Колхозница. Это кормовая кукуруза. Я ее замачиваю на сутки в родниковой воде, а потом в мультиварке отвариваю на режиме варка. И там еще в ведре, во втором таком же. Это у меня все заморозки были с того года. Все в том году, что оставалось с рыбалок. Решил все собрать. Потому что рыбачить будем 2 дня. Я так планирую. Так что видно будет. Так, вот там денег сидит, рыбачит. Как бы нам его не задеть. Сейчас мы его обойдем как-нибудь все равно. Смотрите, ребят. Такой, конечно, загадочный водоем. Кругом коряки такие торчат. Ночью, вот, когда луна выходит, от них падает отражение такое, знаете, как будто кто-то на тебя смотрит. Когда вот один ночуешь на берегу. Бывает немножко чуть-чуть жутковато. Самую малость. Класс, ребят. Снова на рыбалочке. Ну, припозднился, конечно. Солнышко зашло уже. Уже, наверное, часов, 7-8 вечера. Ничего страшного. Нормально. Все, поплыли. Вон наша самая верхняя такое, вон, видите, вот это вот. И на ней наверху сидит. Вот наш ориентир. Вот тут дяденька сидит. Сейчас мы его тихонечко обойдем. Попробуем. Даже веревки еще с того года у меня остались тут. Побелели уже все. Вот так. Никто не пакостил, никто не оторвал ничего. Хопа. В общем, удочки, ребята, у меня те же самые, что были в том году. Сейчас я поправлю вас немножко. Вот они мои. Такой бюджетный вариант. Стоимость удочки 1200, по-моему, 1100, 1200. Ну, в магазинах по-разному. Небольшой стоит крючочек у меня. Вообще прям маленький. Леска 0,4 и грузило 4 грамма. Скользящий груз. Здесь написано будет 4 сейчас. Вот. Вот, видите? 4 грамма. Все, расправляемся, друзья. И так задержались уже. И вот такие поплавочки. На 3 грамма. Такую делаю я пеночку сюда, чтобы видимость была лучше. Лучше было видно поплавок. Вот такие легенькие антенки.
Опа-на. Ох, ребят, интересно как. Хочется уже побороть с этим карпищем. Опа-на. Так, ловить мы будем на кукурузку. Вот это кугрин. Огрин какой-то, огрин. Говорю тихо, ребят, народу дофига просто на этом, на озере. Так, обязательно надо сделать обряд, совершить. Вкусненько. И вот таким макаром как раз. Опа. Опа. Вот дяденька тащит. Дяденька, смотрите, он тащит карпа. Рыбка есть. Просто кто-то не умеет ее ловить. Делаем такой волосок сантиметров 15. И грузик скользящий у нас идет. Все, пробуем. В общем, у меня глубина стоит с того года. Сейчас посмотрим, как тут изменилась глубина, не изменилась. Меньше стало или больше. Слушайте, да нет, такая же глубина. Ничего особо не изменилось. Глубина та же. Так, ну все тогда. Настраиваем. Теперь настраиваю вторую удочку. Подсачник я приготовил. Подсачник у меня сбоку здесь. Давайте теперь вторую удочку. Тоже маленький крючок. Только катушка тут уже помощнее такая. Ну все, ребят, удочки закинул. Сейчас мы, наверное, прикормим с моей волшебной рогаточки. Но я понимал, что мы привознились, но так получилось. Да и нормально все. Завтра зато с утреца сегодня все сделали. Лодку накачали, выйдем, сейчас еще покормим. Потом уже, когда пойдем на берег, обязательно прикормим наше место. И завтра с утреца будет рыбалочка. Не было погодки. Больше недели, наверное. Шли дожди у нас ливневые просто. Ветрище был. Дожди идут. Поэтому ну, никуда не выехать. Вот было жарко немножко, погодка стояла. Съездил на Аргази за судачком. Судачка половил. Так что сегодня все равно. В любом случае. Программу минимум мы выполнили. Все приготовили. Даже уже выплыл. Закинул. Кстати, еще с того года у меня стояли стопорочки. По глубине с того года. Глубина не особо не поменялась. Странно. Ну да ладно. Сейчас будет темнеть. Пойдем на берег. Выйдем. Обустроимся там на берегу. Поставим палаточку. Поставим столик. Поужинаем. Протянем свет. Вот. И ляжем спать. А завтра с утреца выйдем на интереснейшую рыбалочку, я так думаю. Будем ловить карпа, дикого карпа на поплавочную удочку. Я так думаю. Но это не точно. В общем, кормлю, вот я. Такая у меня рогатулька есть. Это мне подарил ее Джонни, по-моему. Джонни, он же Шнур. В том году еще. Ребята уже вышли на берег. В общем, вот у меня осталась кукуруза с того года. Разморозил, понюхал, пахнет нормально. Это вот свеженькая сваренная. Это покупная кукуруза.
кормлю я вот таким макаром. Вот так вот раз. И туда, прям по поплавочкам стараемся. Поехали. И... Видали? Игрушка для взрослых. Это вот кто в детстве не наигрался. В детские игры. На. Но бывает мимо летит, конечно. Но лучше, чем рукой сеть махать. Рукой забрасывай. Давайте еще одну. Третью. Вообще я как приезжаю когда на рыбалку, где-то полчасика я не кормлю. Вот именно карпа. Стараюсь его проверить на голодную. Если вообще он в этой акватории, там где-то в этой... В общем, корма хватает. Вот. И спустя где-то полчаса только потом начинаю кормить уже. Понятно, да? Корма хватает. Так что 2 суток просидим. 2 дня. Единственное, знаете, какой косяк? Что я не взял? Я не взял подстилочку под попку. Здесь такие каркас стула вот этого карпового. И немножко продавливает здесь ноги. Ну ладно. Ничего страшного. Так, ну что, пока не клюет. Может, горяченького чайку бахнем. Первый день, когда приезжаю на рыбалку, я всегда беру с собой. Оба. Всегда стараюсь с собой брать чай. Потому что особо времени нету. Там, пока приедешь. Я еще такой капуша. Пока приедешь, пока все сделаешь, чаем заниматься времени нету. Поэтому первый день чай берем с собой из дома. Все, ребят, у нас вечерело уже. В общем, я просидел 1,5 часа. Ну, чуть побольше, 1:40. Поклевок не было. Сейчас сматываем удочки, отвязываемся. Выплывем вот куда я кидаю. Прикормим с вечера. И завтра утром будет, надеюсь, отлично все. Вот, сейчас я выплыву на берег. Наверное, уже снимать не буду, потому что будет темно. Поставлю палатку, расположусь и уже в палатке с вами пообщаемся, ага? Буду собираться. Темнеет уже. Еще на берегу столько дел. Полным-полно. Но плещется. Прямо здесь в корягах. Хорошо. Это очень хорошо. Все, ребят, поставил палатку. Вот так в темноте она у меня выглядит. Всем бамбалейла, друзья. Все, мы в палатке. В общем, я все поставил, все расставил. Чуть попозже все покажу. Короче, налетели тут всякие мухи-какухи. Попить решил чаек. Давайте. В общем, сейчас какой у нас план действий? Сейчас мы поужинаем. Вот, сейчас я покажу, как я все приготовлю. Значит, сегодня у нас на повестке дня каша будет перловая, ориентовская. Нарежем салатик. Мы это все дело перекусим и ляжем спать. Включим вонючку. Сегодня взял от комаров специально эти спиральки, змейки. Выйдем на улицу, подышим свежим воздухом. Пока спиралька тут, потому что налетела комаров, мух, всяких гадостей. Посидим у костра немножко. А тут пока немножко у нас уничтожит всех наших вредителей, которые нам будут мешать давать спать. Так что, ребят, давайте сейчас поужинаем мы с вами.
Вот за это мы любим рыбалочку. Тишина, костерок, свежий воздух. Класс. Все, друзья, теперь всем желаю спокойной ночи. Я спать. Что-то жарко прям. Перекусил и жарко стало. Все, всем спокойной ночи. Завтра утром мы увидимся обязательно.